Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Что случится, что произойдет в ближайшее время? Что скоро, а возможно и неожиданно, придет в вашу жизнь или придет на ваш порог? Цыганский старинный пасьянс события ближайших дней. Что буквально со дня на день будет происходить в вашей жизни? Давайте узнаем. И цыганский старинный пасьянс – это те карты, которые нам без лишней философии демонстрируют, с чем могут быть связаны события в вашей жизни. Возможно, они потребуют принятия важных решений, это мы тоже не исключаем. Давайте узнаем. Останемся, конечно, реалистами, поскольку любой прогноз, расклад – это все-таки наше предположение, один из тысячи вариантов. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите, мои дорогие львы. И вот ту ситуацию, которая, может быть, у вас сейчас происходит, переложите на метафору карт. Так что же там случится, что там произойдет со дня на день? Солнце. Ясность, во-первых, конечно, солнце. Это была, допустим, темнота, что-то мы не знали, не понимали, поэтому это может быть сопряжено как с получением какой-то информации, или ситуация какая-то проясняется, выравнивается. Может быть, это будет связано с человеком, не исключаю, это ваше собственное решение, ведь это выбор правильного направления, если мы так на карты Таро перекладываем. И это какая-то задача, которой вы будете активно заниматься 6-8 месяцев. Солнце – это, конечно, благополучие. Это какой-то более такой добрый период, когда у нас больше наших желаний или наших каких-то даже как целей, намерений мы можем осуществить. И при этом, смотрите, спокойное течение жизни. Что может быть лучше, хочется сказать, правда? Значит, какая-то обстановка, ситуация, с одной стороны, стабилизируется. Нет каких-то помех, мои дорогие, это правда. Хорошее настроение. Кот – это флирт. Тоже я не исключаю, может быть, это у кого-то связано с новым знакомством, или вам кто-то оказывает знаки внимания, может быть, это какие-то комплименты, это тоже где-то повышает и самооценку, создает вот общий фон такого хорошего настроения, настроенности, договариваться даже, почему нет. Поэтому солнце, свеча, кот – замечательно. Давайте пойдем дальше. Что тут нам еще расскажут карты? О чем? Радость, венок. А вот смотрите, вот, наверное, всегда же, да, ложка дегтя должна быть в бочке с медом. И переживания. Вы по какому-то поводу, кстати, это значение череп. Это не есть что-то в реальной жизни, это не есть что-то материальное, но мы об этом думаем. По какой-то причине мы уверены, что именно так случится или произойдет. Скорее всего, тут и вам где-то придется вносить коррекцию в свои планы, намерения. Будьте к этому готовы, потому что вы можете как быть предупреждены. Где-то это вам мешает, об этом тоже нам говорят. Но ведь у вас выпадают, мои дорогие львы. А вот и правда, ближайшие дни какие-то удачные, буквально. Колчан со стрелами в нашем пасьянсе – полное исполнение желаний. У нас есть корабль, там просто прописано «исполнение желаний». А вот когда колчан со стрелами – это полное. Ну, насколько полное, судить я не берусь. Но на самом деле вот это солнце, оно очевидно. В нашем раскладе, пасьянсе точнее, мы можем соединить значения карт в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Сейчас я посмотрю, что мы тут можем таки соединить еще. Я не вижу, мои дорогие львы. Ладно, давайте будем дополнять картами Таро. И если мы заявили, что случится, что, может быть, произойдет, но с приставкой «скоро» и «неожиданно». Вот давайте. Что ж там скоро и неожиданно в жизни львов со дня на день? Что означает это «скоро»? Ну, где-то мы берем все-таки ближайшее время. Я делаю расклад, это середина января, но, может быть, неделя или две.
А тут, правда, стабилизация каких-то дел, каких-то ваших намерений. Может быть, восьмерка земли, конкретно получение денег. По этой карте также идет, когда много работаю, это правда. Но мы тут, знаете, вот заняты, не отвлекаемся собственным делом. Мы как будто с головой можем уйти в эту работу, но мы понимаем, зачем это делаем. Построение карьеры, безусловно, идет также по этой карте. Может быть, это у вас как, знаете, будут какие-то новые возможности с учетом карт пасьянса или какие-то новые условия, мои дорогие. И это у нас ведь колода добра. Ее прорисовал великолепный художник, таролог и психолог с большим стажем Колет Барон Рид. Очень мне нравится эта колода. Так вот, она написала «Совершенствование полученных знаний, умений, время нового применения того, что мы уже знаем». И часто мы по восьмерке Земли говорим, что мы уже как бы на одном уровне профессионализма, а здесь он идет в гору, в рост. Поэтому у кого-то могут быть вопросы, связанные непосредственно с карьерой, получением конкретной должности. Может быть, это вас словно замечают, солнце и флирт, и вам это приятно. Но что-то, может быть, и не нужно форсировать вот так искусственно или где-то давить авторитетом, мои дорогие. Тут наоборот, наверное, ну, некоторая доля скромности, да, она явно не помешает, потому что рядом с солнцем у нас рядом выпадает свеча, а свеча, да, мы говорим, спокойное течение жизни, поэтому самому где-то быть в этом спокойном настрое. Так что ж там еще скоро? Ну вот, в такт тому, что я только что сказала, повешенный. Была какая-то ситуация, может быть, долгое время зависшая, но я могу тогда предположить, что вам она каким-то образом, может быть, даже и помогла, потому что за это время вы сумели накопить силы, вы, может быть, за это время узнали какие-то новости или, к примеру, прояснили ситуацию по конкретным людям. Может быть, люди сами себя как бы открыли, прояснили, и, тут даже такая может быть история, когда кто-то, к примеру, увольняется с работы. Все таки первая карта у нас больше о труде говорит, да? Увольняется с работы и, к примеру, вакантная должность. Или даже какая-то помеха, может быть, и была на работе, но здесь она тоже как будто нивелируется или для вас не имеет значения. Льву надо держать марку, это совершенно точно. Ведь в этой колоде 12 старший аркан повешенный говорит, что ничто не дается даром, все нужно заработать, все нужно как бы и своим трудом добиться, ну, может быть, имеет какую-то даже цену, да, может быть, заплатить, оплатить. Но вот некоторое промедление, однозначно, говорит карта, вам помогает. Вот поэтому тут не с места в карьер, тут все идет своим чередом, правда? Вы подходите медленно, но верно к какому-то новому жизненному этапу. Было бы ошибкой замечтаться, было бы ошибкой куда-то поторопиться, все-таки аркан шут. И мы часто говорим, что смотри, не оступись, потому что физическая активность, больше оптимизма, мои дорогие, скоро. Это правда, какой-то более позитивный период начинается. Но знаете, если мы либо давим авторитетом, как я уже сказала, либо мы становимся, ну, в чем-то чересчур настойчивый, да, вот будет так, не будет эдак. Мы тоже тут себе не вряд ли сможем помочь, поэтому, может быть, и надо вот некоторое замедление или когда вокруг вас определяются третьи лица или какая-то ситуация шаг за шагом проясняется. И, может быть, это касается работы. Ну, так стало быть, в таком темпе это для вас какое-то благо. И что же тут еще скоро? То есть новый этап жизни, какие-то перемены. Семерка воды. По семерке воды важно не подзастрять, то есть вот понимать, наверное, где немножко притормозить, а где и, но не сидеть в иллюзиях. Все-таки по семерке кубков мы говорим часто, это карта прокрастинации. Или когда мы много возможностей, и мы буквально замерли, не знаем, что выбрать. Может быть, это когда мы где-то находимся в таких энергиях, когда нам что-то приятно, и мы абсолютно уверены, что это будет продолжаться. Хочется еще раз напомнить о карте флирт. Флирт не предусматривает, то есть это только ухаживание, когда я сказала, доброе отношение, хорошее настроение, пусть это даже комплименты, но это ни о чем не говорит. Это общая, как знаете, температура по больнице, она как раз очень даже выглядит неплохо,
Но при этом нельзя терять ни самообладание, ну и, наверное, нельзя терять, именно реальности, потому что в этой колоде эта карта конкретно прописаны фантазии. Вот, видимо, в каких-то облаках и явно, нельзя находиться. Иногда эта карта тоже может говорить о том, что, э, учиться где-то обходить правила. Вот есть и такое значение. Может быть, это вы сталкиваетесь, опять же, вот где-то возвращаясь к тому, что я уже сказала. Начнете чрезмерно настаивать, ничего не добьетесь. А вот какой-то альтернативный путь, и это скоро, или альтернативное решение вам, скорее всего, придется принимать. Ладно, а что ж тогда неожиданно для львов со дня на день? Что неожиданно для львов в ближайшие дни? Что для вас будет неожиданно? Будущее? Перспективы какие-то, мои дорогие? Причем по этой карте мы как будто тоже не должны торопиться. Если вы вспомните классические колоды Таро, чаще человек стоит. Да, он как будто повернулся к спиной к прошлому, но что-то форсировать еще не время. Нам нужно как провести баланс между прошлым и будущим. Все-таки есть что соединять. И, может быть, это для кого-то нерешенные вопросы из прошлого, какие-то темы по документам, которые нужно пересмотреть. У кого-то банально переписать отчет. Вот такое я тоже допускаю. Или переделать какой-то документ, может быть, вам надо. Ведь эта карта, почему она нас немножко притормаживает? Мы сознательно останавливаемся на полдороги, чтобы определить, все ли мы с собой взяли в будущее и не прилетит ли нам какая-то обратка именно в будущем, но она будет связана с прошлым. Вот это неожиданно. Может быть, вам нужно буквально с учетом карты Луна прояснить какую-то тему. И она быстро проясниться не может. Смотрите, вторая карта старшего аркана, которая выпадает и на скоро, и неожиданно, хоть мы так и назвали наш расклад, но тут не совсем про скорость, это правда. Здесь по аркану Луна мы даже учимся себя беречь, слушать, безусловно, и интуицию. Было бы неверным, знаете, как будто думать, что вот мы избрали какое-то направление, и оно не будет подвергаться коррекции. Здесь очень часто по аркану Луна мы можем сталкиваться с теми людьми, к примеру, которые говорят или обещают одно, но в принципе как-то последовательно, какие-то действия оказывать они не будут. Или, может быть, даже где-то помощь. По аркану Луна мы учимся все-таки себя беречь. Более того, как будто договариваться с хамелеонами придется. Колит барон Рид назвала эту карту «Луна» иллюзия, мои дорогие. И, видимо, для этого есть определенная, ну, у вас, в вашей жизни какая-то текущая, может быть, ситуация. Она пока еще не есть правдива, мои дорогие. Поэтому и все карты уже нам Таро, который раз и где-то пасьянс говорят: «Лев, ты не торопись». Тут подожди, неожиданности, само по себе неожиданность, может быть, как нужно предупредить с учетом тройки жезлов. Вам самим, может быть, пересмотреть какие-то документы, что-то перепроверить. Опять же, мы учимся себя сохранять. И, конечно, мы учимся договариваться. Четверка земли. Прежде чем как мы стартанем, словно, может быть, с низкого старта в будущее, или прежде чем ну, мы увидим, конкретные какие-то, такие, знаете, кардинальные перемены, пройдет какое-то время. И вам, мои дорогие львы, это дается именно для того, чтобы четверка Земли, чтобы стабилизировать какую-то ситуацию, причем, возможно, денежную. Возможно, я такое допускаю и у кого-то жизнь личная, все-таки аркан Луна. Может быть, отчасти для вас, мои дорогие девочки, для кого это, ну, целесообразно, для кого это подходит по возрасту. Я жду ребенка, может быть так. Мои дорогие мужчины, может быть, ваша женщина ждет ребенка, и вы об этом узнаете, любимая женщина. И тоже тут ряд вопросов, понятно, сразу возникает. И карта сохранения. Может быть, это какая-то тема, которая касается именно личной жизни. Тогда тут тоже что-то очень быстро не будет решаться. Но, может быть, для кого-то неожиданно, когда все-таки карта будущего, тройка огня, как-то проявит себя человек в новом ключе, как в новом формате.
или как-то по-другому может общаться, может что-то предлагать. Смотрите, карта кармы, правосудия. Всегда говорю, что это, знаете, даже нам говорят так. Если ты сделал, лев, что-то хорошо, тебе это как возвращается. Помощь, да? Пусть руками других людей. Это вот добрые дела, которые мы когда-то совершили, тем не менее, опять же, пусть руками других людей, в каких-то других ситуациях. Но вот именно добро, оно всегда возвращается. Но если мы сделали что-то не очень хорошо или в чем-то ошиблись, то нам дает время, пространство, буквально что-то переделать, возможность. Снова повторяюсь об этом. Более того, тут действительно нужно себя беречь. У вас должны быть все документы в полном порядке. Для вас это будет означать какую-то стабильность. Может быть, и придется проверить, где вы ставили подписи или печати, если таковые имеются. Здесь именно карта нам желает сказать неожиданно. Может быть, и ситуация какая-то подобная, которая будет касаться другого человека, кстати. И вы будете думать, а не перекликнется это или не перейдет ли на мою какую-то историю. Ну, может быть, банально тут, у каждого ж по-своему. Ну, возможно, касаемо работы, да. А не будет ли со мной какой-то подобной ситуации, как вот произошла с какой-то персоной, то тогда карта говорит, тебе наоборот дается время, чтобы ты как все, как перышки почистил, лев, чтобы у тебя тут было все вот как-то очень правильно, очень гладко, гармонично, именно в согласии с юридическими вопросами или с вопросами законов, или того, что там принято. Для тебя это тоже такая неспешность, она будет очень важна, хотя бы потому, что ты в будущем не должен для тебя, ну, как не должно быть какой-то неожиданности, которая тебя заставит бросить все и словно начать заниматься чем-то из прошлого. Это тебе может здорово помешать. И в этой колоде тройка жезлов нам будет говорить о том, что это как расширяются наши возможности. То есть путь к успеху, мои дорогие, но он проходит через доверие к самому себе. И может быть, как закрытие некоторых гештальтов. Давайте мы с вами... К чему же это все идет? Очень хочется спросить, да, к чему это все идет для льва в ближайшее время. Хотя я бы сказала размеренный темп жизни. К чему все идет? Паш воды. Но вам будет что-то нравиться. Вдохновение, знаете, хорошее настроение. В принципе, тут не только оптимизм. По этой карте это могут быть добрые вести от ваших детей, к примеру, да? По этой карте это может быть, знаете как, ваше не просто хорошее настроение, когда вы свой оптимизм будете передавать другим. И это, знаете, ну, такое состояние, когда вы притягиваете к себе внимание в хорошем смысле, да, и когда людей вы буквально вдохновляете. Может быть, это вы становитесь словно харизматичным лидером, шаг за шагом, когда люди смотрят на вас, может быть, где-то ждут вашего одобрения, или вы кому-то помогаете. Но вот по этой карте, вот, наверное, если мы говорим все-таки кубки, это эмоции, то иногда это какие-то настолько добрые эмоции, которые у кого-то из вас будут вызваны либо новыми отношениями, либо, может быть, продолжением каких-то отношений, но в новом ключе, как обновление, правда? Или, правда, какая-то весточка от человека, который вам нравится. К чему все идет? Вот прежде чем мы, наверное, окончательно как переступим тот порог между прошлым и будущим, есть какой-то момент или тема, когда всегда эта карта пятерка кубков, особенно именно так Корит Барон Рит и написала «выплакать горе». Я часто это говорю даже в других колодах. То есть нам действительно нужно что-то отпустить. И, может быть добрее к самим себе, милосерднее. Это не значит, что держать себя словно в ежовых рукавицах, а позволить себе именно, может быть, и выплакать. Позволить себе какие-то эмоции, чтобы, ну, может быть, депрессия, апатия, разочарование словно схлынули раз и навсегда. И вполне вероятно, что вот все то, что я говорила по предыдущей карте, вам дает возможность, чтобы какая-то грустная история закончилась раз и навсегда. Или чтобы вы эти эмоции сумели как будто или отряхнуться от них,
или словно, пусть даже где-то через слезы, но это мы даем выход нашим эмоциям и освобождаемся, самое главное. Хочется добавить по этой карте, я часто говорю, слова Клаудио Пенейро: «Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол». Вот вам этот период дается для того, чтобы как выбросить осколки и вымыть пол. Вот к чему это все идет. Согласитесь, для изменения даже нашей собственной как бы конфигурации направления нам тоже нужно время. Шестерка Земли. Победа у вас на кону. Более того, шестерка Земли мы часто говорим как помощь высших сил, потому что это такой гармоничный баланс. Вот мы по 3 как бы, да, пентакли или, ну, обычно это пентакли, мы можем положить на каждую чашу весов. Почему по этой карте идет помощь какого-то человека, или пусть это даже получение денег, может быть, закрытие каких-то сложных вопросов, тем по части финансов, все же карта финансовая. Я бы сказала, у вас даже личная жизнь для кого-то из вас, мои дорогие львы, может именно развиваться на работе. Может быть, для кого-то это только зарождающиеся отношения, вот как этот флирт, да, который у нас выпал, код точнее, в пасьянсе, когда это какое-то внимание в вашу сторону. Да, замечтаться нельзя, это точно. Не должно быть никаких иллюзий, мы с вами это говорили. Но и отказывать себе вот в этом вдохновении никак нельзя, потому что вам это будет помогать. Предоставьте, если действительно у кого-то происходит какое-то знакомство, пусть тогда отношения развиваются сами по себе. Тут нельзя форсировать и где-то давить то, что мы считаем правильным, неправильным, иными словами, насаждать. Тут для вас высшие силы, даже если что-то идет неспешно, пытаются, поверьте, сложить самый красивый узор, самый счастливый узор, чтобы львы, вы, мои дорогие, были счастливы и любимы всегда, чтобы были отношения не непонятные, да, или какие-то, пусть это даже вопросы работы, чтобы тут меньше было каких-то камней преткновения, а наоборот, может быть, даже в этот период решилось больше вопросов, которые тянутся из прошлого, и вы для себя что-то прояснили. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные и душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.